Локомотив вообще знает, как тут сыграть турнир? Вот чувствуете там какая-то вот прям, ну, вот, там, не знаю, творческая какая-то насыщенность, силы есть? Или каждый раз это был вопрос? Нет, ну Линарис-то был турнир особый, потому что у нас возник конфликт в 93-м году. С кем? С Рентеро. Угу. Серьезный конфликт. И я, собственно, я уже объявил, что я в Линарис не еду. Угу. Рентеро продлил срок турнира на 1 день, что вообще не очень принято. А этот день оказался принципиальным. Я увидел это только когда я прилетел в Линарис. Угу. А у нас съезд шахматный шел, и мы снимали Мурашова. В России? В России. Да. И я должен был вернуться, потому что без меня это не произошло бы. Угу. Вот, и мне нужно улетать. И я не успеваю на закрытие. Угу. И я буквально, когда узнал, я подошел к Рентеро, я говорю: Луис, ну что бы ни было там, выиграю я турнир, не выиграю, но я присутствовать на закрытии не могу, потому что ты продлил турнир на 1 день. Да, у меня билеты, и главное, что я перенести ничего не могу, я должен лететь. Вот, он сказал: ну, жалко, конечно, ну, хорошо. Дальше. Турнир идет, все ничего. И выясняется, что со мной еще летит Иванчук и Белявский. Да, они начинают ко мне подходить, что вот нам сказали, что вы едете, что вам будет машина. Можем мы присоединиться? Я говорю: да, конечно, можете, в чем просто. Ну и как-то, значит, мне выделили мадам, которая часто ездила, потом Роза Ниевес, она самая Ананда опекала вместе с мужем. Ну и вроде она нормальный человек-то была. И тут, значит, Рентеро ей поручил. Она у меня спрашивает, а когда выехать, все расспрашивает. Там, ну, поскольку она занималась первый раз, я ей все объяснил, что на всякий случай надо в 6 утра выезжать, вот, чтобы не бежать бегом за самолетом. Что до Мадрида путь длинный, там 280 километров, и дорога не очень хорошая поначалу. Да, я вам закажу, потом, значит, ребята на меня наседают, я ей звоню, а выезжать надо в понедельник утром. Я ей звоню, она говорит: господин Карпов, ну мы с вами договорились, говорю, все в порядке, да не волнуйтесь, конечно, все в порядке будет. Все в порядке будет. Дальше, на всякий случай, зная Испанию, я в пятницу к ней подхожу, говорю: Роза, понедельник, утро, после 2 выходных дней, последний рабочий день, все в порядке, машина заказана. Вот, она говорит: да нет, ну мы с вами сколько уже говорили, ну конечно, все будет, не волнуйтесь, все будет. Хорошо, все будет. Значит, утром Иванчук пораньше встал, он просто встал и, ожидая автобуса, он заснул на диване в гостинице внизу. Вот, Белявский подошел где-то без 15:06. Я спускаюсь без 5:06, значит, Вася спит, вот, Белявский уже начинает дергаться, потому что машины нет. Я говорю: ну должна быть, 6 часов, машины нет. Вот, я спрашиваю у дежурного, причем очень отработал хорошо дежурный в гостинице. Вот, я спрашиваю, что с машиной? Он говорит: а у меня вообще ничего не записано, что у вас машина будет ожидать. Ничего не знаю. А узнать-то можно? Значит, звоним дежурному по городу. Вот, дежурный по городу говорит, первый раз он слышит, что машина должна быть, то есть городская машина не заказана. То есть Рентеро вас решил оставить там, да? Нет, в промежутке я звоню Розе. Ну, понятно, что я ее бужу. Роза, что происходит? Машины нет. Да вы не волнуйтесь, все должно быть нормально, я заказала городскую машину. После чего я звоню дежурному по городу. Вот, и говорю: вот машина должна быть. Он говорит: у меня пометок нет, и я не знал о том, что у вас заказ. По крайней мере, мы не видим этого по нашим записям. Я звоню снова Розе. Я говорю: Роза, вот так и так. Ты говоришь, что ты у города заказала машину, а дежурный по городу мне говорит, что у него никаких сносок нет на твой заказ. И тут она мне, значит, говорит: я вообще не понимаю, что вы мне так рано звоните, вы меня будете, спать не даете. Никакого отношения не имею к этому заказу. Что? Она говорит: да вообще я первый раз слышу, что какая-то машина, что я это заказывала. Нормально? Вот. Тогда я в 6:15 звоню Рентеро. Естественно, я тоже поднимаю. У меня был его домашний телефон. Вот. Ну, он по-английски говорил слабо, но тут уже пришлось мне части испанского языка привлечь на помощь.
И он мне, значит, заявляет, ну, вы же должны не сегодня, а завтра уезжать. Сегодня закрытие. Поэтому, если вы так собрались, то это ваше дело. Когда вы там, куда, и вообще не мое дело. Вас обеспечивать машиной. Я говорю, Луис, я не понимаю. Мы же с тобой договаривались, ты сказал, что проблемы нет. Более того, ты мне дал розу, которая отказывается. Что, провокация, что ли? Вы что творите-то? Вот. На что он говорит, ну, неважно, я хочу спать и не хочу обсуждать это. Ну, все. Дальше вот сработал дежурный по гостинице, но в Линарисе найти 2 такси. А со мной Миша, и они должны были в микроавтобусы. Миша Подгайц со мной, значит, Белявский, Вася, и, по-моему, там еще с ними кто-то. Тренер одного из них. Но нам 2 такси нужно. В Линарисе ночью, в понедельник, найти 2 такси. И вот самый дежурный по отелю говорит, у меня есть приятель, сейчас попробуем. И он позвонил, у того оказался приятель-таксист местный. Разбудили человека, и у того оказался друг. И такси у нас были в гостинице через, по-моему, 12-15 минут. Ну и мы летели, естественно, в Мадрид с нарушением скорости, потому что мы потеряли минут 40 на то, чтобы организоваться. Ну, это как счастье. Но вы подозреваете своего этого исторического конкурента в этих? У вас тогда большая была борьба за российскую шахмату, ну как в российских шахматах, скажем так. Нет, Мурашов-то у нас, конечно, отличился, чем когда его снимали. Причем даже жалость вызвал. Вообще собирались голосовать все против него. Вот. А он вызвал жалость чем? Значит, когда съезд, первое, что он сказал, что я не готовился выступать, потому что я не думал, что вы соберетесь. На всякий случай. Это первое, что он сказал. Второе, и что вот я все делал для чемпиона мира Каспарова, вот он сейчас приедет, он вам объяснит, что я делал. Тоже нормально. Вот, это второй посыл. А третий, значит, а Каспаров не едет, он почувствовал, что опасность возникла. Он не едет. Он не едет, и ждем, час ждем, 1,5 ждем. И Мурашов все время выходит на трибуну и говорит, я не готов выступать. Вот. Ну, Каспаров приедет, и вот сейчас мы и начнем съезд тогда. Ну, через 1,5 часа уже возмущенные делегаты вот, выходят и говорят, ну, давайте, что значит Каспаров? Ну, нет его и нет. Так, давайте без него. Опять Мурашова вызывают на трибуну. И он говорит, ну, знаете, все-таки вот Каспаров должен доехать. А уже кто-то позвонил, сказал, что Каспаров даже не выехал. Ну, вот. И кто-то говорит, Аркадий, как его, Николаевич, что ли? Аркадий Николаевич, слушайте, вы вот целый год руководили федерацией. Вы собирали президиум. Но вы не готовились к выступлению. Но вспомните, что вы там обсуждали, какие решения принимали. Вот. На что он говорит, понимаете, вот я, конечно, вел президиум, но я не вдавался в детали. Все делал, как мне говорил Каспаров. И вообще я не готов перед вами выступать. Я же в шахматах без Каспарова 0. И показывает. Так сказал, да? Так, самое интересное, что это его выступление вызвало какие-то симпатии у людей. Конечно, и проголосовали. Его вымели, но проголосовали не единогласно. Потому что кто-то пожалел, сказал, бедный человек, что против него голосовать? Пристали к нему, да. Такие председатели были. Так вот, 93-й год я оплатил все. Значит, такси, все там расходы, которые побочные у нас возникли. Но я прислал Рентеру счет. Естественно, письмо возмущения, счет, что вот вы должны оплатить все это мне, Белявскому, Иванчуку, как участникам турнира. Ну и написал письмо мэру города и написал письмо Роману Тарану, председателю Федерации шахмат Испании. Ну, никакой реакции. Таран у Рентера спрашивает, слушай, я Карпов там письмо написал, ты собираешься отвечать? А что отвечать? Это дело мэра. Мэр не собирается ничего оплачивать. Вот. И я не собираюсь. Мэр никогда ничего не оплачивал, он машину только дал. Вот. Это какая-то демонстрация была непонятная. Короче, я понимаю, что, может быть, они все-таки... я и затребовал извинения. И в следующий я никогда вообще этим не занимался. Но тут возмущение у меня было такое великое, что я им написал, что... И вообще, значит, есть 2 чемпиона мира. Каспаров и Карпов. И они должны иметь одинаковый прием. Поэтому будьте любезны, машину
И не какую-нибудь левую, а настоящую машину, представительскую. Вот какую Каспарова посылать, такую мне посылать. Иначе я в аэропорту развернулся и не поеду в Линарис. Ну и извинения. И готовлюсь на Канарских островах в Лас-Пальмасе. Вот последний день, на следующий день мне лететь либо в Москву, либо в Мадрид, в Линарис. Это уже 94-й год? Это 94-й год. Вот. Я выступаю по телевидению, как сейчас помню, полшестого вечера. Ну и мне задают вопрос, потому что испанская пресса гудит, будет Карпов играть, и будет встреча Каспарова с Карповым, и вообще что. Турнир страшно интересный. Да. Вот. И мне, естественно, на телевидении задают вопрос. Вы собираетесь играть в Линарис? Вот я говорю, ну вообще-то я собирался, я здесь и готовлюсь в Лас-Пальмасе к турниру. Но по поведению организаторов я понимаю, что мне туда ехать не следует. Так что я завтра беру билет, и я возвращаюсь в Москву. Я возвращаюсь в гостиницу с телевидения, лежит телеграмма от мэра города. Приносим извинения за инцидент, который случился в 1993 году. Гарантируем все условия, исполнение всех ваших требований, только приезжайте. Ну, все, в последний момент я собрался и поехал. Хотя я уже и не ехал. И сыграли такой турнир после этого? И сыграл такой турнир. То есть вот стечение обстоятельств невероятное. Но говорят, что кто в последний момент попадает, тому счастье сопутствует. Ну вот еще раз, мне интересно, вот перед турнирами ощущения совпадают с результатами потом? Или бывает, что нет? Бывает, чувствуешь себя великолепно, все, сейчас приеду, всех порву, и ничего не получается? Или... Нет, я понимал, подготовился, чувствую себя свежим или нет, но я легко очень свою форму видел после первой партии. Сразу понятно. Да. До первой партии я не мог ничего сказать. Ну и, собственно, я помню, вот Белявский, когда проиграл Каспарову, он готовился на Среднегорье. Президентский матч? Да. Вот. И он тогда говорил, играл-то из рук он плохо, этот матч, и он говорил, что я вот на Среднегорье, как порекомендовали, там, кто ему, Стыцко, по-моему, порекомендовал, что надо готовиться в особых условиях, ну и дальше он говорит, голова ясная, но пустая. Ясная, но пустая, это хорошо. Но у шахматистов эта проблема есть, потому что если в других видах спорта есть тестирование и как-то какие-то контрольные забеги там они делают или что, то в шахматах-то просто нет. Причем тренировочные партии, но Ботвинник любил играть тренировочные партии, и он как-то проверял какие-то, может быть, свои схемы. А вот я тренировочные партии, во-первых, нормально играть не мог. Почему? Настроя не было просто? Настроя не было. Настрой, азарта нет. Тренировочным партиям. Ну да. Неинтересно. А Блиц ничего не показывает, да? А Блиц ничего не показывает. Приезжаешь и узнаешь, в каком ты состоянии, да? Да. Андрей Григорьевич, вот я, знаете, хочу о чем поговорить? О Фишере. О Фишере. Вот когда он пошел наверх, как раз и вы пошли наверх, ну вы тогда просто в разных находились, как бы, ну скажем так, он уже был на топ-уровне, вы еще были молодой человек, ну и вы тоже поднимались, у вас так совпало как-то по годам, но по сути вот он, мне кажется, не знаю, правильно я понимаю или нет, в общем, доминация Фишера продлилась очень недолго, на самом деле, это буквально такая вот тотальная доминация, может быть 2-3 года, может быть максимум, я не знаю, может даже меньше. Вот как он воспринимался вообще, вот партии его когда смотрели, как-то научил вас чему-то, нет, именно с точки зрения шахмат? Изменил он вообще шахматы в то время? Нет, ну, конечно, это замечательный был шахматист. И что удивительно, у него не так много было друзей в шахматах, он научился работать сам. Если, скажем, у нас какие-то творческие союзы возникали у советских шахматистов, то у него были приятели, которые за него болели. Вот, приятели и американцы, не только американцы. Там, Глигорич за него болел, и Ковалик. Но все равно это не те люди, которые формировали его, скажем, шахматные позиции, его шахматное понимание. Это больше так, друзья. А он работал страшно много сам. И это вызывает большое уважение. Ну да, всего добился сам, по сути, да? То есть, практически да. А вы, кстати, первый раз его встретили в Сан-Антонио, да, насколько я помню? В Сан-Антонио, да. Это 70-й тот турнир, год, да? где я выступал. Да, так вот, я там, кстати, не договорил, что с Керрисом. И вот мы прилетаем в Мехико,
полно журналистов, ну, там, тележурналисты. Вот, хотя мы прилетели что около 12 ночи. Вот, и я ищу Кириса, его нет. Из самолета выходили вместе, а его нет. Вот. Ну и все, и мне пришлось напрягаться. Там, в тот момент я еще слабенько достаточно владел английским языком. Вот, и потом я говорю: Павел Петрович, а куда вы пропали-то? Я вас ищу, а вас нет. Говорит: а я специально пропал. Английскому решил вас подучить, да? Да, я специально. Я говорю: ну, а зачем? Он говорит: ну если ты не будешь учиться, если все время будут помощники, то ты никогда не научишься. Какой мудрый человек. Вообще великий был человек, как-то вот недооцененный все-таки, мне кажется. Кирис, конечно. Павел Петрович. И как шахматист, и как человек просто. Да. Вообще он вам дал что-то как-то, вот общение с ним? Ну, мы с ним, не работали мы с ним, но они поняли мою силу. Мы готовились к Олимпиаде в Скопле, моей первой Олимпиаде. Но тогда я первый запасной, пятый в команде. Хотя за плечами уже там победа в Алехинском турнире, и Гастингс, самый молодой гроссмейстер, и неплохие результаты в чемпионатах Союза. Должен был я, наверное, в тройку призеров войти в Ленинграде. Вот, не вошел по случайному стечению обстоятельств. Но там сейчас известно, что там сплавы были большие. Вот, Савона сплавляли. Вот, картежная команда была хорошая. Команда, да? Да. Вот, и сплавляли Савону, там, значит, Карасев, Цейтлин. Ну, в основном эти двое. Эти двое, там и алкогольная компания, картежная. И вот Савон умел уговаривать, и он говорил: ну, ребят, вам-то ничего не надо, вам ничего не светит, а я вот могу стать чемпионом. И они ему во второй половине 2 партии белыми сплавили. А шахматист очень сильный. Но Карасев вообще белыми проигрывал мало. Хоть он и международный мастер, но очень крепкий шахматист. Ну, а Марк Цейтлин вообще талантливый. Исключительно талантливый парень. Так вот, они ему сплавили. А партия была решающая моя с Савоном, я играл белыми. И, в общем, я его прижал очень крепко. И в какой-то момент я делаю ход и вижу, у него цейтнот сильный. Меньше минуты, но не помню насколько, но очень сильный. То есть меньше минут, ходов на 8-9. Вот. И я делаю ход быстро и вижу, что я форсированный выигрыш упустил. Вот. И возвращаюсь, имею возможность повторить. И в этот момент, не веря, что Савон увидел, как он проигрывал, но просто он почувствовал, что если он повторит, то он проиграет. И он уходит в сторону, и я делаю ошибку и выпускаю решающее преимущество. Но все равно у меня очень хорошо. У меня очень хорошо. Как-то мы приехали сразу, стали вместе, мы ехали. Ну, зашли. Партия, в смысле, отложена, да? Партия отложена, да. Зашли, посмотрели. Ну, наметили, как шансы огромные на выигрыш. Вот. И дальше, значит, а Фурман уехал домой. В Ленинграде турнир, поэтому он жил дома. Вот. И договорились, что, значит, он приедет утром анализировать. Вот. Я говорю: ну, сейчас мы встанем, посмотрим. Достаточно будет, я думаю. Ну и дальше все мы посмотрели, но все-таки оба уставшие. Таля отыграл партию серьезную, и я там в расстройстве еще, что сразу не выиграл. Вот, на утро приезжает Фурман. А я еще плохо что-то ночью спал. Но, в принципе, вот, если я выиграл у Савона, то я имел шанс стать чемпионом Советского Союза. Да, чемпионом, не третий, чемпионом. Это какой год? Это 71 год. Вот, и дальше, значит, Фурман приезжает утром. Если бы он мне сказал, что он всю ночь карты проиграл в бридж, тогда, то не было бы проблем. А так он сделал вид, что он всю ночь работал. Вот. Но я вижу, что он не спал, он говорит: я вот работал, анализировал позицию. Вот. Что-то там мне показывает, ну и, конечно, со страшной дырой оказалось. И, в общем, я еле-еле ноги унес, потому что там грубейший зевок какой-то, Семен Абрамович проглядел в ППХ. Вот. И я как-то переоценил его анализ. Доверились. Да, ну и все. И после этого вот, Савон стал чемпионом Советского Союза и попал в сборную команду страны. Я всегда, вот когда я был чемпионом мира, я вообще всегда контролировал. И я в основном последним был, кто определял команду.
ни федерация, ни Батуринский. Батуринский со мной советовался, и Министерство спорта. Я всегда был против вот этих дурацких принципов. Чемпион Советского Союза должен играть в сборной страны. Не должен, потому что у нас много чемпионов. Ну да. Вот, много чемпионов, люди в форме, не в форме. И вот 2 раза настояли, и 2 раза получилась осечка. Это Савон. Он нас отыграл в полуфинале, и одну партию в финале сыграл, тогда были полуфиналы. Олимпиада. Да, и по круговой. Швейцарка потом появилась. Вот. В полуфинале он играл неудачно. В финале мы его на одну партию поставили, он проиграл, мы его сняли. Мы остались без одного запасного. Вот. И точно так же замечательный шахматист Виталий Цышковский в 1986 году. Он попал в команду как чемпион Советского Союза, ну и совсем в шара не попадал. И Олимпиада получилась очень тяжелой 1986 года. Но вот 2 раза, когда по одному результату берется человек, но пытались придать какую-то значимость чемпионатам Советского Союза, что, в общем, можно было и не делать. Они и так были значимы. Нет, загоняли же играть в чемпионат Советского Союза. Загоняли, да? Ну, конечно. Ну, сильных загоняли, да? Сильных, да. Сильных загоняли, но... Ну, думаю, потому что турнир жуткий просто, да? То есть это... Нет, а он ничего не давал. Вот скажем, чемпионы мира, что мне играть в чемпионате стран национальный? Ну, если входит в план моей подготовки, могу сыграть. А так зачем? В спортивном отношении это ничего мне не дает. Ничего не меняет. Да? А турнир очень тяжелый. После него надо приходить в себя долго. Значит, руководство Министерства спорта все время косо смотрело на шахматистов, и, значит, и пресса подыгрывала, что вот на валюту люди ездят, играют, а вот в чемпионате Советского Союза, там, где нет призов, вот, там они играть не хотят. И вот все время, значит, шли эти потуги загнать шахматистов в национальный чемпионат. Возвращаясь к этой теме, 1972 год, мы готовимся к Олимпиаде в Скопле. Играется матч Фишер со Спасски. Спасский и Фишер. Вот. Причем матч-то неоднозначный, хотя там Фишер с большим преимуществом выиграл. Вот. Но в какой-то момент Спасского силы оставили. И я должен сказать, что и Фишера тоже. Фишера тоже, игре, и да? где-то Спасский выигрывал. Сейчас какая-то была партия. Я думаю, что 11-я. 11-я партия. Вот, у Спасского преимущество. Фишер впервые сыграл защиту Алехина. Вот. Но почему вот все увидели силу мою? А мы вообще смотрели вместе или раздельно, но, естественно, в курсе были. А вот. Как вы в курсе? Это в газетах? Вот вы находитесь вы где были? На сборах? Там, по-моему, репортажи шли. По телевидению. Да, дневники. То есть мы могли вместе анализировать, вот, но партия затянулась, поэтому мы что-то разошлись. Вот, а я один посмотрел на утро, на завтраки. Обычно мы завтракали вместе. Петросян, Кереш, Коричневый, Таль. Вот, и кто еще? И Смаслов, по-моему. Я на завтрак прихожу, я говорю, слушайте, Спасский вообще вчера в основное время выпустил выигрыш практически. Вот они, как покажи. Я показываю, он получал решающее преимущество. Просто решающее. До выигрыша я не стал смотреть. Совершенно очевидно, что огромный плюс. Вот, и все это показываю, но не очевидно. Там какие-то тонкие позиционные маневры, после чего подчеркнута слабость взаимодействия фигур Фишера. Вот. И в этот момент я вижу, что Петросян и Керес так взглядами, они в хороших отношениях были, взглядами обмениваются, вот, и кто-то из них восторженно говорит, слушай, а действительно ты же хороший анализ провел. Потому что до этого они так считали, что почти шутка, что я попал в команду. Да? Да. Вот, но и в 1972 году случилось, что, в общем-то, мы еле-еле Олимпиаду выиграли. Жуткая Олимпиада. Да. Вот, выиграли благодаря мне и Талю. Мы показали там какой-то зверский результат. И неудачно играли и Коричной, и Смыслов. Ну и Петросян не очень-то в форме был. Поэтому мы с Талем играли все партии. В финале, по-моему, я, может быть, одну пропустил, потому что у меня отложенные были. Вот, а Таль, по-моему, вообще все партии сыграл в финале.
потому что все неудачно складывалось. Вот, но и по Олимпиадам, но это престижный турнир был, и, в общем-то, я вот не понимаю отношения сегодняшнего, что, ну, не получилось, но в следующий попробуем. Ну, что делать? А? Ну, что делать, если не получается? Нет, ну что делать? Во-первых, надо напрячься, чтобы получилось. Ну, не получается. Они напрягаются, но не получается. Нет. Не так напрягаются, как мы. То есть, и вообще вот, когда после большого перерыва ребята какое там, 3-е место, что ли, заняли? Или второе, да? Да. Что-то все-таки успешное выступление. Ну, они даже не второе, поделили первое. Так сказать, они по коэффициенту уступили. По коэффициенту, да. Но у нас-то вообще не было вопроса, да, что такое делить и не побеждать. Ну, все-таки, Анатолий Евгеньевич, у вас команда была гораздо сильнее. Хотя и вы и то с трудом выигрывали. То есть команда, в которой на последней... Бывали разные. Ну да, условно, команда, в которой на последней доске играете вы или Таль. И какая команда могла тогда сравниться с СССР? Кто там на последних досках там играли? Ну, представляете, вот сейчас играть... у сильных команд все было хорошо. Ну да, было, сейчас условно, то есть конкуренция, конечно, выше. Но это не в оправдании. Я не думаю, что они не хотят выиграть, они очень хотят выиграть. Я когда был руководителем федерации, я это видел, то есть там, много сил на это уходило у всех. Они хотели очень выиграть, вот когда Володя еще играл, то есть... как-то вот... не получалось. Не получалось. Какой-то уже немножко, знаете, такое тут, как Ливерпуль не мог там 30 лет чемпионом Англии стать. Какой-то немножко уже рок, уже ты играешь. Я уже чувствовал тогда, когда я приехал в 2012 году, я уже чувствовал, что вот где-то вот здесь вот это сидит, вот этот ужас от возможной неудачи. Это же влияет, наверное. То есть так же сложно играть очень, когда ты проигрываешь раз за разом. То есть последний раз выиграли в 2024 году, и потом раз за разом вот эти все травмы, это же накапливается все. Это же каждый раз турнир, там 13 туров, ты выложился, весь изможденный, результата нет. Через 2 года опять то же самое. То есть, я думаю, что когда-то выиграют по статистике. Должно такое произойти. Нет, у нас, в общем, установки, причем я не могу сказать, что нас собирали и накачивали. Но все понимали, что если чемпионы мира играют в команде, то они должны выигрывать. Они должны выигрывать. И, конечно, вот в 1972 году, но благодаря инциденту, который случился, можно сказать, скандалу, я стал капитаном команды, не будучи чемпионом мира. В 1972 году? Нет, в 1974. В 1974. При играющих чемпионах мира. Вот. Но как-то меня избрали, но я тогда считал, что избрали, может быть, как меньшее зло, чтобы не избирать друг друга. Избрали меня. А скорее всего, потому что я проявил принципиальность и по отношению к своему тренеру, вот, и вообще. Получилось как, что у нас был Антошин тренером, Антошин Смыслов был капитаном и тренер Фурман. Вот, жили мы в Олимпийской деревне, это в предгорье где-то там, прилично ехать. Причем они молодцы, они где было? Вот сделали в Скопье. Это 72-й год. 72 год. Да, они построили Олимпийскую деревню, играли мы в помещениях выставки. В Скопье она традиционная, постоянная. Вот, но как-то мы не побеспокоились, и надо было, конечно, поселиться не в этой деревне, а в гостинице, которая прямо, гостиница «Континенталь», хорошая гостиница, она прямо у входа на выставку. Собственно, она построена с выставкой вместе была. Вот, а мы оказались там где-то. Ехать, Скопье тяжелый город для передвижений тогда был. В общем, мы ехали 30-40 минут на автобусе, в общем-то. Никому не нужны были мучения. Но как-то мы всегда не очень серьезно относились к размещению. Надо было посылать представителей и договариваться с организаторами. Вот. И уставшие возвращаемся, а доигрываем в 10 утра. Мы возвращаемся где-то в 8, в 9, ужинаем, и времени анализировать нет, поэтому как-то, до 12 еще, но надо же еще восстановиться, отдохнуть. Вот. И отдавали тренерам. Играем с Болгарией, я играю с Подевским. Подевский мне 3 или 4 раза предлагает ничью. Что вообще против морального кодекса шахматиста. Вот. По правилам хотя сейчас это забыто. Но раньше считалось как, ты предложил ничью, если соперник отказался, то следующая очередь его. Ты не можешь, и ты не должен предлагать ничью. Да. Вот. Если, и так по очереди, если он предложил ничью, а ты считаешь, что лучшие времена для него прошли, то уже очередь переходит тебе. А Подевский просто
раз за разом. Раз за разом предлагает ничью. Но тогда у нас с Болгарией возникла серьезная проблема. Вот, и наши-то не очень знали, я только знал, потому что я играл в студенческой команде. У нас была Олимпиада в Граце, в Австрии. Вот. Мы легко ее выиграли, потому что у нас вообще команда была фантастическая. Мы могли перевернуться и играть. Последняя доска могла на первой играть. Вот. Но получилось так, что в Пуэрто-Рико я играл на третьей доске, на первой Токмаков, на второй Балашов, на третьей я. А в Граце я играл на первой, Балашов на второй. Токмаков, не помню, играл, он уже, по-моему, из студенческого возраста вышел. Но играл Ваганян, Разуваев. Очень сильная команда. Да. Ну и нам играть в последнем туре с Болгарией. Тогда у немцев была очень хорошая команда, у них играли Хюбнер, у них играл Флегер. И, значит, болгары приходят, говорят, вот самое, мы боремся за второе место с немцами, ну и мы вам предлагаем ничью. А мы немцев разгромили. Я выиграл у Хюбнера, мы, по-моему, 3,5 или 3,1. Мне кажется, даже 3,5 выиграли. Вот, и мы говорим, а что, собственно, мы должны вам ничего давать? Ну как, мы же братья, вот, социалистический лагерь, да, вот, вы же должны за нас болеть. Я говорю, ну мы болеем, но это же спорт, что-то мы будем с вами ничего делать. Нет, ну как, ну все-таки братские страны, это капиталисты, а вот мы, значит, из этого лагеря. Вот, я говорю, нет, я вообще как капитан, я говорю, вот максимум, что мы можем вам сделать, нам все равно. Мы не поставим сильнейших. Вот, не буду я играть как капитан команды, и второй не будет играть. А с остальным составом, ну, будете играть. Вот. Это последняя позиция на переговорах, что мы им ничего не даем, не обещаем, но играем в ослабленном составе. Вот, причем у нас тогда очень принципиально Олег Романишин сказал, что даже если вы мне прикажете, я ничего делать не буду, я хочу играть. И дальше что происходит? Значит, буквально за, по-моему, час до начала матча, вот, болгары приходят и говорят, вы знаете, вот у нас там один играет в турнире, вот, он добраться не может, ему в Швецию надо добираться, он добраться никак не может, и только вот он должен уезжать там чуть не через час после начала матча, вот, иначе он опоздает на турнир. Ну и тут, вот, ну это шантаж, естественно. Шантаж. Я собираю ребят, я говорю, слушайте, вот так и так. Мы проверить не можем, но в принципе это некорректно. Это некорректно. Вот. Какие предложения? Ребята говорят, да нет вообще, не будем даже разговаривать. Я говорю, ну получать очко вот таким образом. Я говорю, может мы как-то иначе решим. Ну, поговорили и договорились как, что эту ничью мы им даем, но все остальные играют в полную силу и на победу. Ну, все мы разгромили, конечно, Болгарию. По-моему, чуть не единственную ничью они сделали, вот эту, по договоренности, да. Ну, и немцы стали вторыми. Вот. И после этого, а болгарская студенческая была наполовину и национальной. И поэтому вот они с озлоблением с нами играли в Скопле. Ну и по-девски предлагают ничью раз, предлагают ничью два, предлагают три. Я отказываюсь, потом что-то я какую-то неточность сделаю, у меня позиция ухудшается, причем так, пассивная, что мне всегда не нравилось. Но тем не менее шансы на ничью есть. И дальше мне, значит, проводят ночной анализ, все мне показывают, Форман, Антошин, два главных тренера наших. Вот, я прихожу, и они меня загоняют ладью, что вообще невероятно. Как-то у меня, значит, ладья черных оказалась вот примерно вот как-то вот. Можно открыть, кстати, партию. Придумали они ладья F5, и дальше сплошной ужас получился. Значит, ладья А7 шах, ладья А5. Теперь король на d7 пройти не может, потому что c6 шах и проигранный пешечный ашпиль. Король d4. H4. Пришлось ходить h4. Хотя, может быть, он мог пойти сам h4, может быть. Но h4 так. Шах, шах. Ну, что-то пока на месте стоит он. Так. Нет, а у меня хода нет.
В этом же все дело. Король Е4 и ни одного хода нет. Фигура не ходит. Мне пришлось взять, на c5. Ладья бьет, да? Ладья в 6 шах. Ну и все. Ладья H2, G4 и сдался. И прошел, да. И сдался. Собрание команды. Я говорю, слушайте, ну вообще, конечно, мне больно говорить об этом, но я вообще не понимаю, как можно так работать. Я говорю о том, что анализ безобразный, что, в общем-то, позицию, которую я не обязан был проигрывать, я проиграл вообще в несколько ходов по анализу. Вот. Ну, а мы все знали, что мы уходим, а дальше Антошин и Фурман берут литровую бутылку винника, она стоила $1. И анализируют. Играют с карты и получают удовольствие. И мы приходим, у них уже бутылка распита. Ну, какой анализ после бутылки выпитой коньяка литровой на двоих? Да, мощно пили люди. Да. Вот. И я обо всем этом сказал. Я говорю, вообще речь идет о том, что мы горим, и престижность наша, Да. престижность страны и наш престиж, а тренеры вообще непонятно чем занимаются. Но если бы не было Фурмана, то другие сказали бы сводить счеты. Да, но поскольку Фурман... Но я вопрос принципиально поставил, потому что я был ужасно возмущен качеством анализа и всем. Вот. И я думаю, что из-за этого меня и избрали капитаном через 2 года. А как Фурман на это отреагировал тогда? Ну, Фурман обиделся. Вот. Ну, мы потом поговорили, я говорю, Семен Абрамович, ну, это же не дело то, что вы творите. Вот. Можно получать удовольствие и по-другому. Но зачем же поставить под удар всех? Вообще раньше хорошие были времена. Люди пили на турнирах, в карты играли. Сейчас это невозможно себе представить. Сейчас даже невозможно себе представить анализ после партии. Сейчас никто не анализирует. Не анализирует? Нет, это давно уже это все осталось в прошлом. Это странно. Сейчас анализируют только если Гельфанд играет, потому что он всегда анализирует, как он анализировал там 30 лет назад, такое анализирует. Они анализируют, потому что они бегут компьютер, да. Да, они бегут смотреть, что там первая линия показывает. Да. И чего анализировать, конечно. Да, чего анализировать, да. Но с другой стороны, интересно, что соперник думал, что он считал, это же любопытно. Но конечно. Сейчас уже этого нет. Да и общение на турнирах другое стало, уже нет этой атмосферы такой. Турнирная атмосфера, это все-таки особая такая история. Да, конечно. Целая жизнь своя какая-то. Да. Жалко. Ну как, что скажешь? Более стал в этом смысле, наверное, профессиональный спорт. Они просто ведут себя более нацелены на результат. То есть после партии пойти посмотреть чуть-чуть с компом, отдохнуть, погулять, никаких там вечеринок, ничего. То есть раньше этого. Все эти истории про молодого Крамника остались в прошлом. Это что? Ну, Володя как на турнирах же раньше. Ну, когда он молодой был совсем. Когда вот он появился в элите в 92 году, после Олимпиады в Маниле. Ну, как Ботвинник про него уже говорил, толстый, пьет и курит. Вот он этим и занимался, как бы, то есть он, известный. Ну, выпить мог, да. Ну и курил, да. Да. Не, вообще жил в свое удовольствие, то есть вот эти годы молодые, то есть, там известная же история, знаете, там играет какой-то то ли Вейконзей, то ли Линарис, что-то такое, то есть. И ему спрашивают, какая-то там попойка очередная, там, легли спать утром, и он перед тем, как лечь спать, там, в 8 утра условно, он спрашивает, говорит, с кем я сегодня играю? Ему говорят, с Анандом Черными. Он говорит, нормально, и спать лег. Как он потом сам объясняет, Это, говорит, я так сказал не потому, что мне, все равно было, а потому, что я к нему уже подготовился. Я думаю, что это уже такой, поздний пиар. Сил хватало на все, то есть удавалось, совмещать приятное с полезным. Да, хорошо, когда так. Ну, а Фишер, мне все-таки, знаете, хочется понять, матч закончился со Спасским, да? Как вообще восприняли в Советском Союзе потерю короны? Первый раз очень болезненно. За такой долгий очень срок. Болезненно, можно сказать, скандально болезненно. Вообще-то, решающей партией была 4-я в Сианской защите, жертва пешки опять. Но когда я был на последних сборах Спасского... Перед матчем? Да. А вы были в команде или просто? Нет, я не был в команде. Спасский попросил меня приехать, поработать с ним, и сыграть тренировочную партию. Я об этом не знал. И как прошло это все? Прошло безобразно. Причем я отказался от турнира, я должен был играть в ВБМ турнире. Один из лучших турниров к тому времени. Но из-за Спасского я посчитал, что все-таки у меня с ним были хорошие отношения. Попросил,
Я согласился. Вот, причем по этому матчу очень забавно. Алаторцев написал докладную записку в Министерство спорта, что вот у нас есть интересный шахматист, молодой, и он тогда был заведующим лабораторией шахмат. Вот, и он, как заведующий лабораторией, считает, что было бы правильно Карпова направить на стажировку на этот матч. Вот. И дальше замечательная резолюция, она, правда, не Павлов рассматривал, он послал Ивонину, с которым мы потом подружились. Вот. Ивонин, наверное, спросил кого-то из наших шахматистов, вот. Ну и резолюцию наложил, кто ему такое мог сказать, не знаю. Ввиду отсутствия ближайших перспектив, считаем нецелесообразным направление Карпова на матч Фишера со Спасским. Ботвинник, наверное. Не знаю кто. Но я видел резолюцию, Батуринский мне потом показывал. Красиво. Резолюцию. Вот. Ну и Алаторцев говорил. Так вот, тренировки, но проблема Спасского заключалась в чем? Что он сам работал мало. Ну, он всегда мало работал. А тут, значит, ему дали хорошую квартиру в центре Москвы, и он занимался обустройством квартиры. Дальше почему-то он считал, что ему навязывают представителей безопасности. И вот чуть ли не каждый день он уезжал в Москву скандалить, что ему не нужны представители безопасности. Ну, свободолюбивый такой был человек, наверное, его это раздражало. Нет, так а свободу это никак не ограничивало. Но безопасность, должна быть безопасность, когда ты играешь. Тем более, что неизвестно было, что там в Исландии, ну, Фишер, и наличие и военных баз, и всего. Но потом выяснилось, что американцы, скорее всего, не помогали. Но это мы поняли, когда у Фишера возникли вот все эти проблемы с американцами. То есть ясно было. Ну и, кстати, его реакция была, она не всем известна. Киссинджер направил ему поздравления и пригласил посетить Белый дом, встретиться с президентом. Знаешь об этом? Да, конечно. А ответ Фишера? Что он как-то отказался, как-то так не очень красиво. Нет, вот Фишер написал, что он принимает поздравления, хотя холодно так. Вот. Но вообще-то, а что касается похода в Белый дом, то он написал, что, или ответил, что вы хотите, значит, что вы хотите на мне заработать авторитет. Приглашать меня в Белый дом и помогать надо было, когда я становился чемпионом мира. Когда я стал чемпионом мира, чихать я вообще на все это. Ну да, как он там. Я помню его ответ такой, он какой-то был. Да. Его так не сильно афишировали, чтобы не портить репутацию американского гения. Но ответ был такой. Так вот, Спасский работал слабо, но одну партию мы сыграли. Испанская защита, испанская партия. Значит, у Спасского было плохо. Ну, тренировочная, я говорю, что тренировочная играл слабенько. Вот. И где-то в какой-то момент я допустил ошибку и даже партию проиграл. Хотя должен был выиграть. Ну, я не знаю, что уж так Спасского успокоило, мой просмотр какой-то глупейший. Но после этого он сказал, что, значит, несколько дней еще пробыл, и уже приближается отъезд, а это прямо вплотную перед отъездом. Я говорю: Борис Васильевич, ну играть-то что, будем? Говорит: нет, ну мы поработаем, посмотрим. А играть, я думаю, что я уже натренирован, мне достаточно. Но, однако, какая-то партия невыразительная, причем со странным результатом. Вот. Но когда мы работали, я спрашивал Черную с Селянской, что делать будете с Фишером. Потому что я знал, что Селянскую они хотят играть. Вот. Они говорили, что у нас все в порядке, и Крогиус, и Геллер, вот, и Иваны тогда был в команде Спасского, что в Селянке вроде у нас все нормально. И вот они имели в виду как раз эту сногсшибательную жертву пешки. Спасский применил ее. Причем у них все было, как мне говорил Геллер, как говорил Крогиус, у них все было до победы проанализировано. И когда они показывали Спасскому, то в какой-то момент Борис Васильевич сказал: ну ладно, что вы мне разжевываете? Это я и за доской доведу. Все случилось, за доской он не разобрался. Хотя у них очко стояло дома. Вот Каспаров никогда бы такого не сделал. Ну, конечно, конечно. Вот. А Спасский так, ну это я и за доской.
И не нашел. И я думаю, что это решающая была, потому что первую Фишер не явился, вторую... Не, первую он проиграл. Нет, первую проиграл, на вторую не явился. явился. Третья была ничья или Фишер выиграл? Я помню, ничья. Ничья. И дальше вот он третья подряд, ничья да. с позиции силы была. Спасский, значит, продемонстрировал, что Да. если хочет белым ничью сделать, то сделать с кем угодно, включая Фишера. Ну вот. А дальше четвертая. Если бы счет был 3,5 полочка, то Фишер просто собрал бы вещи и уехал. Он бы не стал продолжать матч. Да? Ну, я уверен. А тут неожиданно такой подарок. А вы считаете, ошибся Спасский, что вообще пошел вот, ну, после второй? Вот как-то он как-то... Но в закрытое помещение он ушел. Да, вообще, что он поддался, как бы, да? Да. Он То есть он уверенность, психологически начал сдавать позиции. И неправильно он это делал. Может быть, и не надо было матч прекращать, хотя он, наверное, мог прекратить. И, скорее всего, такое было, потому что я слышал, что ультиматум Фишер поставил, что вот либо мы играем матч в закрытом помещении, либо я не буду продолжать. А вы вот как чемпион мира объясните, вот что это у Фишера было? Что это за какая-то болезнь такая? Что ему надо было как-то вот поскандалить, или ему надо было добиться выполнения своих условий, или ему надо было обрести уверенность? Что это за вот психологическая такая была игра? Кстати, он с шахматистами это был большей частью корректен. Это редкий случай, когда он бодался. В основном он с организаторами скандалил. А шахматистов он уважал, у меня с ним были отличные отношения. У Спасского просто приятельские. Ну да. Понятно, подарил звание чемпиона мира. Да. Почему нет, да? Почему нет, да. А так... Но ему надо было скандалить, да? Вот, я пытаюсь понять просто вот это вот... Вы все-таки столько лет на высшем уровне, борьба вот характера, борьба психологическая, то есть ему прежде чем играть, ему надо было какой-то вот выплеск сделать, да? Ну, безусловно. Это неуверенность, может быть, какая-то даже, да? Может быть, и неуверенность, да. Чуть-чуть перескочим, когда вы выиграли матчи претендентов, вот обыграли Корчнова, да? Как вот складывались эти переговоры? Это дико интересная история. Причем о ней очень много легенд. У меня не было переговоров, и я сделал ошибку, как я понял потом. Я считал, что меня сможет лучше представлять Петросян, а потом я понял, что он вообще не хотел, чтобы этот матч был. Завидовал призовому фонду, много чему завидовал. Вот, и он был как раз одним из тех, кто ничего не сделал для того, чтобы этот матч состоялся. А я считал, что мне надо послать Петросяна, потому что он будет лучше меня представлять, чем Батуринский. Я считал, что Батуринский будет представлять больше официальной власти и занимать официальную позицию. А Петросян у него типа отношения Петросян, да, и отношения хорошие, и все. Ну вот здесь я сделал ошибку, и, может быть, она была решающей с точки зрения возможности матча в 1975 году. Ну, а потом я уже сам вел переговоры с Фишером, когда мы говорили. Но вы в 1975 году спокойно готовы были играть матчи? Да, конечно. Да? Ну, я и готовился. И считали, что у вас хороший шанс? Ну, мне кажется, уже играли-то вы, может, не гораздо сильнее его. Ну, может, не гораздо сильнее. Нет, не могу сказать, что гораздо сильнее. Но я считал, что шанс у меня есть. Особенно после того, как он 3 года не играл. Да, да. А он хотел длинный матч, он же требовал матч до 10 побед, он просто хотел разыграться, или он вообще не хотел матч играть? Да вот Как вы непонятно. считаете? Непонятно. Непонятно, да. Каспаров мне сказал, что Ботвинник ему много раз говорил, что он никогда матч играть не будет. Они же тогда уже работали вот в эти годы. Он говорит, никогда матч играть не будет. Он говорит, исключено абсолютно. Он говорит, можно соглашаться на все его условия, а все равно матч он играть не будет. Нет, ну Ботвинник тоже был недоволен, что мой матч с Фишером. Потому что, Ботвинник. Как ни странно, почему-то, Ботвинника еще я могу понять. Они завидовали. А вот призовому фонду, что такого никогда не было, Ботвинник сколько отыграл, там призы были маленькие. Вот. Почему Петросян завидовал? Да, наверное, просто такой человек был, что завидовал. Потому что, вот уж как Петросян был обласканный властью и Арменией, и армянами. Я там в 1972 году в Новогорске был, у нас был заместителем директора армянин. Вот. У меня с ним возникли очень хорошие отношения. И в какой-то момент он говорит, слушай, а я вот храню еще сберкнижку. Я говорю, какую сберкнижку? Ну вот, по-моему, таксисты Еревана ему подарили «Волгу» по случаю победы над Ботвинником.
А помимо этого, и эту книжку я видел, она была жива в 1972 году, они собрали еще деньги. Петросяны. Петросяну, да. Вот, ну, они, значит, и он был как бы хранителем этой книжки. Хранителем, потому что они не хотели сразу все, они хотели, чтобы вот там юбилей какой-нибудь или что-то, и вот к этому они подготовились, и они собрали деньги. Собрали на сберкнижке, по тем временам было прилично, там было где-то около 6 тысяч рублей. 6 тысяч рублей? Да. И он хранил их? Он хранил для того, чтобы в какой-то юбилей или там, он мне говорил, что вот... Отдать Тиграну Вартановичу, да. Может быть, десятилетие победы над Ботвинником, Ну, что-нибудь такое, да. Красиво, красиво. И Тигран Вартанович от вашего имени вел переговоры, да? Тигран Вартанович от моего, то есть был А у моим вас прям были представителем. такие близкие отношения, да? У нас хорошие были отношения. Ну, даже на тот момент очень хорошие, но потом они испортились именно вот После этого, да? из-за действий. Ну, когда я понял, что вот он матч играть, он не хотел, чтобы я играл матч, и там, ну, и как-то зависть проявилась, и все, то наши отношения так. Охладели, да? Ну, можно сказать, охладили. Да. Скажем, Подверглись пересмотру. Да.